Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Сентябрь, наступает осень. Но в каждом регионе эта осень наступает по-своему. Вот в чем, собственно, и сложность снимать видео про садовые работы в сентябре, потому что в одном регионе уже похолодает в сентябре существенно, пойдут дожди. Ну, а у нас, например, плюс 35 градусов по прогнозу днем. Ну, ночью так плюс 17, плюс 15. Поэтому ко всем этим моим рекомендациям относитесь творчески с учетом своего региона. Итак, как всегда, начнем с деревьев. Вот скоро на деревьях начнут желтеть листья, обычно в сентябре это происходит. Это хороший знак садоводам, что в принципе уже можно приступать к посадке деревьев, если вы собираетесь покупать саженцы и высаживать их у себя на участке. Но самый важный момент. Помните о том, что посадочную яму нужно готовить заранее. Видео об этом я снимал совсем недавно. Напомню, все ссылки в описании к этому видео. Переходите, смотрите, как правильно готовить посадочную яму. Там же будет видео, ссылка вернее на видео о том, как правильно сажать саженец. Так вот, яму посадочную нужно готовить хотя бы за месяц. Если вы не сделали этого в августе, то в принципе в сентябре, вот в начале сентября это еще вполне можно сделать. В августе мы делали летнюю прививку, окулировку так называемую. Примерно в середине августа я ее сделал. И вот сейчас, в начале сентября, в принципе, можно уже понять, прижилась она или нет. Как это сделать? Вот эти черешки, которые мы оставили, вот листики обрезали, остались черешки. На них нужно внимательно посмотреть, и можно пошевелить их пальцем. Если они отпадают, легко. А почечка такая крепенькая, зелененькая, живая, упругая, значит, скорее всего, ваша прививка прижилась. Если же черенок не отламывается, даже не то, что не отламывается, не отпадает легко, вполне возможно, что она не прижилась. И вот тут самое интересное. В принципе, во многих регионах еще даже в начале сентября можно эту прививку попробовать повторить. Еще один частый вопрос, который спрашивают по поводу вот этой прививки, когда снимать вот эту обмотку вокруг этой привитой почки. Ну, традиционно пишут через месяц, через два. Причем не надо ее разматывать. Просто возьмите аккуратно, прививочный нож, там, скальпель, канцелярский нож, чем вы делаете. И с обратной стороны аккуратно просто эту обмотку разрежьте. Постепенно, под действием солнца, под действием ветра, дождей, она сама отвалится. То есть это будет менее травматично. Но еще менее травматично это использовать не полиэтиленовые пленки, там, изоленту какую-то, резиновые перчатки резаные, как вот кто-то недавно написал в комментариях, а использовать современные обвязочные материалы, которые саморазрушаются. Мало того, почка, можно даже заматывать с почкой, почка под ним дышит, а потом эта лента сама собой разрушается. Великолепный материал. Еще один очень важный вопрос с деревьями. Вот у нас жаркий засушливый климат. Сентябрь может быть без дождей, может быть с высокой температурой. Стоит ли поливать в это время деревья? Ведь полив, затянувшийся такой, может вызвать рост побегов. Ну, я подхожу в этом вопросе как бы двояко. Вот те культуры, которые для нас обычные, для нашего региона, яблоня, груша, абрикос, в принципе, если нужно, если я вижу по листьям, да, они начинают желтеть, выглядит растение угнетенным, я поливаю. Почему? Потому что эти растения на генетическом уровне запрограммированы уже так, что они готовятся к зиме в сентябре, несмотря на теплую погоду. Вот я смотрю, у всех верхушечная почка, все, ее нету. Они как обрубленные стоят, то есть рост абсолютно закончился. Но теплолюбивые культуры, экзотические, которые я пытаюсь у себя выращивать, павловния, альбиция ленкоранская, кипарис, у них этот рост будет продолжаться еще до первых заморозков. И, естественно, эти побеги верхушечные, естественно, вымерзнут. Поэтому вот эти культуры я уже ни в коем случае в сентябре не поливаю. Именно засуха вот такая вот будет способствовать тому, что они лучше приготовятся к зиме. Я стою возле абрикоса, который я, помните, летом обрезал. Многих это вызвало удивление, а что делать дальше. После той самой летней обрезки абрикос выпустил огромное количество таких побегов, как кто-то написал, как щетка. Что с ними делать? А все очень просто. Когда опадут листья, когда дерево войдет в состояние покоя, поздней осенью, зимой или ранней весной до пробуждения, я удалю то, что мне не нужно. То, что опять выросло внутрь, полностью срежу, а оставлю то, что растет наружу растения. То есть те ветки, которые, как я считаю, повторюсь, как я считаю, мне нужны. Для того, чтобы он развивался равномерно во все стороны и не уходил вверх. Удаляем лишнее, оставляем нужное. Все просто. Сентябрь – это отличное время для того, чтобы ставить на укоренение черенки многих кустарников. Это кустарники ягодные, наши любимые смородина, крыжовник там. Это и декоративные кустарники. Пузыреплодник, спирея, барбарис. Все что угодно. Все, что вы можете достать, ставьте на укоренение. Не факт, что они укоренятся до начала зимы.
Но ничего страшного, я так их и оставляю зимовать в череночнике, накрытые банками и, главное, обильно засыпанные опавшей листвой. Ну, у меня череночник под липой, так что проблем с этим нет. Утеплите обязательно это место. Вполне вероятно, что весной они проснутся и с успехом укоренятся. Точно так же сейчас можно в сентябре ставить на укоренение отводки. О том, как это делать, я показывал в одном из своих видео. Напомню, ссылочки в описании к видео. Переходите, смотрите. Так вот, как раз в сентябре можно эти отводки прижимать камнем, они будут давать корни. А можно, наоборот, отсекать. Вот если вы весной там ставили укореняться эти отводки, то сейчас в сентябре их можно уже отсекать от материнского растения и высаживать на постоянное место, ну или в контейнер, как вам больше нравится. Опять же, сентябрь, но, конечно, не в условиях нашего жаркого климата. Это подходящее время для того, чтобы делить сильно разросшиеся кустарники. Но, повторюсь, лучше это делать в сентябре в тех регионах, где уже температура существенно опустилась и где начались дожди. У нас это пока еще рискованно. Теперь, что касается удобрений. В сентябре вполне можно удобрять наши растения, и деревья, и кустарники. Но обязательно должны помнить о том, что ни в коем случае не должно быть азота. Это должен быть фосфор, калий, микроэлементы. Тогда это пойдет на пользу. Ну, я уже неоднократно вам показывал вот такое удобрение, называется «Золотая осень». Здесь 25% фосфора, 27% калия, микроэлементы, но с удивлением обнаружим, что хоть это и осеннее удобрение, здесь есть азот 6%. Но такой величины, как 6%, бояться не стоит. Он уже не вызовет роста какого-то, и эти побеги потом будут вымерзать. Бояться не стоит. А вот фосфора и калия в нем достаточно много. Но я не случайно сижу возле гортензии. Дело в том, что гортензия, это ванила фрайс, та самая, уже даже розоветь цветочки начали. Так вот, я все-таки применяю сейчас во время цветения вот такую подкормочку жидкую. Это жидкое удобрение, ну, то есть гранулы растворяются в воде. Во время цветения это полезно. И здесь есть азот, здесь 10% азота. Вот как раз 10% это как раз та критическая цифра. Выше 10% не должно быть азота в осенних удобрениях. И даже в наших южных регионах, я частенько говорил такую фразу, можно, в принципе, с азотом удобрять и до конца лета, и даже в начале сентября, потому что до морозов еще очень долго. У нас морозы после Нового года наступают. Но, как показал прошлый год, сильный заморозок в октябре способен погубить растения. Вот альбиция ленкоранская, под которой я сижу, в октябре после сильного заморозка полностью вымерзла. И сейчас отросла заново. Поэтому будьте аккуратны с удобрениями. Фосфор и калий – это хорошо. Буквально несколько слов про виноград. Вот в сентябре очень активно наливаются грозди. Не надо его в это время поливать и чем-то удобрять. Ну, во-первых, вы можете потерять сахар в ягодах, а во-вторых, при сильном обильном поливе ягоды могут начать лопаться. Они слишком активно начнут слишком быстро наполняться влагой. Они могут лопаться. Ну, естественно, это повредит урожаю вашему. И еще одно важное замечание. Даже если вы уже какие-то сорта, скажем, собрали урожай, они стоят голые, уже без ягод, не спешите их обрезать. Многие торопятся, начинают обрезать, чтобы сократить себе время потом. На самом деле вот эти листья, если они еще зеленые, они еще работают. Виноградная лоза через лист занимается питанием, фотосинтез и получает те необходимые вещества для хорошей зимовки. Срежете рано, виноград как бы недополучит чего-то. И зимовать может плохо. Ждите, пока эта листва уже не пожелтеет и не начнет осыпаться. В некоторых регионах сентябрь это уже хорошее время для того, чтобы начинать делить какие-то разросшиеся многолетники. Ну вот, например, флокс шеловидный, абриета, астильба. Но делать это в тех регионах стоит, где уже действительно опустилась температура и начались дожди. У нас малейшая неправильная манипуляция в это время вот, вызывает вот такой вот желтый засохший кусочек. Слишком жарко и слишком сухо, даже поливая вот это место. Поэтому смотрите опять же по регионам. Где-то уже можно начинать высаживать, ну в большинстве, я думаю, какие-то луковичные растения, там нарциссы, гиацинты. Гладиолусы, наоборот, уже можно, наверное, начинать выкапывать, хоть я ними не занимаюсь, но тем не менее. Хотя можно эту работу оттянуть где-то до октября. Вот. Ну и не забывайте, опять же, я не занимаюсь пионами. Если вы выращиваете пионы, как раз вот сейчас у них закладываются цветочные почки будущего года. Хотите обильное цветение, значит сейчас нужно обеспечить комфортные условия. Фосфорно-калийные удобрения, ну и поливать. Ну, огородом, как вы знаете, я не страдаю особенно, но тем не менее что-то и я собираю. Консервирую, перерабатываю. Сентябрь в этом плане очень напряженный месяц. Куда это потом все? Естественно, в подвал. Поэтому подвал нужно приготовить обязательно вот к этому заготовительному сезону. И дело даже не в тех банках, которые мы туда ставим, а в тех фруктах, яблоках, например, если мы закладываем на хранение. Картофель, если вы выращиваете его, я его не выращиваю.
Если вы все это заносите в подвал, имейте в виду, что условия подвала это, собственно, курорт для всяких заболеваний и для всяких вредителей. Ну, поэтому рекомендуется всегда стены подвала белить. Вот летом сейчас вы выращивали что-то на огороде, собираете урожай. Многие культуры уже, в принципе, закончили свою жизнь. Их отсюда убирают, и сейчас отличное время закладывать новую компостную кучу. Как это делать, как это делаю я, просто. Я тоже показывал в одном из своих видео. Ссылки, напомню, в описании. Освобождается место. На это место можно отлично высаживать, ну, любимые мной, во всяком случае, всякие зеленые продукты. Шпинат, салат, редиска, укроп. Вот это все сейчас в начале осени отлично можно сеять. Ну и, наконец, последнее, это, наверное, комнатные растения, которые у нас все лето провели на улице. Мои комнатные растения провели на свежем воздухе 4 месяца. Им тут вполне комфортно. В тенечке, они в череночнике стоят. Регулярные поливы, свежий воздух, все, что им нужно. Температура комфортная. Они выросли, как я вижу. И тут подстерегают две опасности. Первое. Следите за температурой. Для многих из них опускание температуры, ну ночью я имею в виду, ниже плюс 15 градусов может быть губительным. Жалко будет растить, а потом полностью потерять растение. Поэтому будьте с этим внимательны. Вторая проблема. Здесь на свежем воздухе они точно так же, как и все наши садовые растения, цепляли на себя всякие болезни и вредители. Не занесите это домой. Поэтому устройте своим комнатным растениям своеобразный карантин. Поместите их где-то, скажем, в закрытое помещение, в сарай, и обработайте какими-нибудь инсектицидами, фунгицидами для комнатных растений. Я когда-то вам показывал такие, они очень эффективные. И подержите несколько дней в таком карантине. Почему? Можно, конечно, все это сделать потом дома, но дома, согласитесь, вот эти массовые обработки, это не очень хорошо химическими веществами. Поэтому я предлагаю лучше сделать это в сарае. А потом уже лучше даже заблаговременно, не рискуйте, занести растения в дом. Ну вот, такие они садовые работы сентября. Работы очень много, дай бог нам всем опять же справиться с этим. У меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Ничего, зимой отдохнем. Всего доброго.